Всем привет! Сегодня приготовим вкуснейшее блюдо под названием ля вянги. Это курочка, начиненная вкусной начинкой. Давайте готовить. Сначала подготовим курочку. Срезаем все лишнее. Вот и крылышки обрезали, кончики. И хорошенько ее надо посолить и поперчить и снаружи, и снутри. Вот буквально вот так натираем ее солью. Массаж курочки делаем. Чтобы курочка не была пресной после готовки. И внутри тоже то же самое. Натираем хорошенько. Естественно, курочка выпотрошенная. Все, солью помазали. И теперь перчиком черным. Точно так же натираем со всех сторон и изнутри. Таким образом всю курочку обрабатываем и оставляем мариноваться, пока делаем все остальное. Она как раз отдохнет, пропитается солью, перцем и будет очень вкусненькой. Таким образом обмазали всю курочку солью и перцем, натерли. И убираем ее в сторонку, пока занимаемся приготовлением начинки для нее. А она пускай отдыхает и маринуется. Итак, готовим начинку. Берем пастилу. Я сама делала, у меня кислая-кислая она. Она продается в магазинах сейчас во многих, на рынках, везде можно найти. Выбираете самую кислую, желательно из алчи. У меня из винограда, который я сама делала с нашего сада. Заливаю его кипятком. Залила кипятком, чтобы она размокла, мягкая стала. А пока готовлю остальную начинку. Берем красный или синий лук. У меня 3 луковицы. И пропускаем через мясорубку лук. А лучше сделаю сразу, так как лук нам нужно будет отжимать. Сначала промолим орехи. Орехи я вымыла, обсушила, хорошенечко просушила. Прокрутили орехи, я поставила крупную решетку, чтобы они чувствовались, орешки, не были прям кашей. Теперь пропустим лук через мясорубку. Берите желательно красный или синий, как-нибудь по-разному. Он вкуснее. И тоже пропускаем через мясорубку. У меня 3 луковицы и 300 грамм орехов. Для лука я взяла наоборот решетку поменьше, чтобы отжать побольше сока. Почему я положила сразу через мясорубку, пропускала на марлю, чтобы выжать сок с лука. Нам он здесь не пригодится. Вот так прям аккуратненько выжимаем сок. Как можно больше отжать лук надо, сильнее. Лук тоже может пригодиться, если вы варите суп, например, для бульона, или готовите шашлык. Для шашлыка это вообще самое основное. Ой, сейчас буду плакать. Кстати, ты знаешь, почему ля вянги? Я все думала, откуда такое название. Оказывается,
Левен в переводе с персидского означает брюхо. И все, что набито в брюхо, называется левенги. То есть любое начиненное брюхо — это левенги. Вот так вот. А вообще это блюдо родом из райского места в Азербайджане, из Ленкорани. Сковороду разогрели, и сюда наливаем растительное масло без запаха. 3-4 ложечки. Сюда же высыпаем наш отжатый лук. Жмых луковый. Все, и обжариваем до прозрачности, до мягкости. Ну вот, лук смягчился у нас. В конце добавлю еще ложечку топленого масла. Можно и 2. Так будет вкуснее. Если нет топленого, можно просто кусочек сливочного масла. Перекладываем лук в удобную форму. Посмотрите, лавашана, пастила, или, как говорили в Баку, кислятина, растаяла, растворилась в кипятке, и сюда ее к луку добавляем. Смешиваем с луком. Теперь сюда же добавляем орехи. Сначала немножко, чтобы удобнее было мешать. Посмотрите, какой красивый цвет получается. Потому что у меня не алча, а виноград Изабелла в пастиле. Еще нам ее надо посолить и поперчить по своему вкусу. Все размешали, вилочкой мешать удобнее, я поменяла. Теперь немного перчика. У меня смесь перцев. И немножко соли. Это все на вкус. Пробуйте, как вам нравится, какой вкус вам нравится. И, кстати, начинка — это полноценное постное блюдо. Намазать на хлеб, на лаваш в пост спокойно можно. Или для вегетарианцев тоже не класть никаких жиров, масло растительное, если для веганов или веганов. Не знаю, куда ударение. В общем, вот начинка наша готова. Я еще подумала, что орехи и хмели-сунели очень хорошо дружат друг с другом, поэтому добавлю еще немного хмели-сунели. И курочка любит хмели-сунели, поэтому лишним не будет. Хорошенько все размешиваем. И начиняем нашу курочку. Курочку положу на тарелочку. Сейчас я помою руки, надену перчатку и продолжим. Берем и прям руками начиняем курочку.
Чем больше поместите, тем лучше. Начиняем так, чтобы потом мы смогли закрыть, иначе будет гореть это место. Все, вот так. У нас осталось начинки еще на целую курочку, так что смело берите 2 курицы, а то и 3. Все, теперь нам нужно зашить, или кому как удобно. Можно зубочистками закрыть, можно зашить. Вдеваем нитку вдвойне. Я нашла, вот у меня такая огромная, помыла ее. И зашиваем курочкино брюхо. Или левен. Все, что вылазит, туда немножечко. Зашиваем поплотнее, потому что когда она будет жариться, эта начинка может вылазить. Не дадим ей этого шанса. После того, как вы провели операцию курицы, зашили ее аккуратненько. Остатками туршу, лавашаны, пастилы обмажьте всю курицу. Она даст кислинку и цвет курочки. Сейчас хорошенечко от души промассируйте ее. И с этой стороны тоже. Все, курочка наша готова к зажариванию. Сейчас я помою руки, чтобы открыть крышку и уложить ее в форму. И наведу тут порядок. В форму для запекания я кладу пергамент на дно и слегка прям капельку масла на пергамент. Это просто, чтобы потом курочка у вас, кожица курочки не прилипла к форме и осталась красивой. Все, прям каплю масла капнули, размазали его по пергаменту и отправляем сюда курицу. Вот так, зашитой стороной вверх. Вот эти все остатки тоже на нее отправляем. И отправляем. Сейчас я опять помою руки. Крышкой мы не накрываем, крышка не нужна. Отправляем ее в духовку, разогретую на 200 градусов до румяности. Пока готовится курочка, надо к ней приготовить гарнир. Самый лучший гарнир к этой курице, лавенги и к ее начинке — это рис, плов. Приготовьте его так, как вы любите. Я приготовлю просто рис, не плов. Рис я хорошенько промыла и подержала в теплой воде
хотя бы часик, чтобы полежал. Рис у меня пропаренный. И покрываем его водой. Вот так. Все, пускай варится. Когда рис закипел, убавляю ход и солю по вкусу. Посолю, слегка перемешаю и накрою крышкой. Рис у нас практически готов. У меня топленое масло с куркумой смешанное. И я вот так аккуратненько поливаю, чтобы рис был вкусным и красивым. Рис любит масло. Риса маслом не испортишь. Так же, как и кашу. Все это аккуратненько перемешиваем. Посмотрите, какой. Все, перемешиваем и накрываем крышкой. Выключаем газ. Сочная, мягкая курочка. Горячая, не могу порезать. И вкуснейшая начинка. Посмотрите, она запеклась. Она очень вкусная. Смешивайте ее с рисом и кушайте. Это очень вкусно. Попробуйте, не пожалеете. Ну а я с вами на сегодня прощаюсь. Пока-пока.